Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Мы с вами посмотрим, проанализируем цепочку предстоящих событий и сделаем акцент на наиболее важных и значимых для вас событиях. Помогут нам сегодня в этом Шок Трайб Таро, а также Лидерман Силуэт. Поэтому настраивайтесь на совместное чтение Таро. Обращайте внимание на визуальный ряд карт, потому что вам будет идти дополнительно своя индивидуальная информация. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, приступим. Общие энергии. У вас здесь ложится аркан Верховная Жрица. Это карта, которая говорит о ситуации и желании что-то скрыть от посторонних глаз. Держать в тайне какую-то информацию. Возможно, кто-то доверит вам свой секрет, и вам нужно его будет сохранить. Опять же, здесь это акцент на то, что вам необходимо прислушиваться к своей интуиции, больше доверять себе и вашему внутреннему «я». Обращайте внимание в особенности в рамках этого месяца на вещи, сны, на какие-либо знаки, может быть, на случайные вырванные фразы из контекста, которые могут быть ответами на давно для вас животрепещущие вопросы. Помимо всего прочего, для кого-то это углубление в вопросы эзотерики, будь то нумерология, астрология, мантика, или иные какие-то направления. Или кто-то из вас может обращаться к практику за прояснением каких-либо ситуаций. Так как карта у нас многогранна, давайте дотянем ее, посмотрим, о чем она может говорить в принципе, потому что здесь у вас очень велик спектр. Итак, паж монет, связанный со жрицей. Для кого-то это может быть попытки не то чтобы утаить ресурсы, но не озвучивать о каких-то дополнительных заработках, доходе. То есть по принципу, чтобы не сглазить. Это раз. Второй момент. Утаивать, что вы будете тратиться на какое-то обучение или просто во что-то будете вкладывать, инвестировать. Опять же, для кого-то, повторюсь, по пажу монет, обучаться, как в нише эзотерики, так и, допустим, кстати, в нише медицины. Или вы можете кого-то обучать и на этом зарабатывать деньги, но просто, повторюсь, это можете еще как не афишировать. Если смотреть для вас вопрос работы, здесь ложится король чаш, карта, которая указывает на ваше стремление достичь профессионализма в этой отрасли. Потому что сама по себе карта короля чаш в плане работы — это карта профессионала, мастера, то есть вы уже здесь не подмастерье. Безусловно, аркан указывает на влияние короля чаш или мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы на вашу деятельность, на вашу работу, на вашу активность. Но в целом это еще, знаете, как с любовью относиться к своей работе, к выбранному делу. Понятное дело, что все вы разные. Посмотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. То здесь по аркану император это находиться на финансовой поддержке мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы и получать благодаря ему стабильность. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то король чаш и тройка мечей указывает, что трудоустройства здесь не будет. И вам нужно будет добирать знания, опыт, навыки для того, чтобы получить, точнее, работу мечты. То есть где-то можете будут проходить какое-то дополнительное обучение или какие-то курсы. И это непосредственно вам позволит впоследствии эти навыки потом монетизировать. Если вы у нас наемный сотрудник, то король чаш и паж чаш — это прям такое желание жить, творить, любить, двигаться, развиваться, потому что здесь просто упиваться возможностью роста, процветания, это любить свою работу, свою деятельность. Может здесь, конечно, быть и такая некая нотка, толика влюбленности в кого-то на работу, может быть действительно такая ситуация, как с вашей стороны, так и по отношению к вам кто-то может проявляться эмоционально. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то король чаш и двойка чаш. Во-первых, для вас это могут быть новые партнерские соглашения, договора, контракты. Ну и, конечно же, как показывают эти карты, действительно может быть ситуация, что на почве, на базе общих интересов вы можете помимо делового партнера найти еще себе партнера для личной жизни. Если смотреть ситуацию по финансам, у вас прекрасные карты, туз жезлов,
Это процветание, это рост, это увеличение доходов, это для вас новые возможности, а для кого-то, как бы, опять же, попытки реализовать идею относительно нового источника заработка. Поэтому здесь все замечательно. Вопросы здоровья. 4 мечей. С одной стороны, это карта, которая указывает на ситуацию, что нужно больше отдыха, времени для восстановления ваших ресурсов, ваших сил, эмоционального, ментального восстановления. И вообще это карта санаторно-курортного лечения. Для кого-то, возможно, восстановление после затяжной болезни. Но в целом здесь это больше внимание на самочувствие, на ваше состояние, на ситуацию, чтобы вы физически не переутомлялись и тем самым, как сказать, не усугубили ситуацию по иммунитету. Поэтому будьте здесь бдительны, берегите сами себя. Если смотреть вопросы личной жизни. Здесь ложится 10 жезлов. Аркан, который показывает, что, к сожалению, будет не все так легко, как бы вам хотелось. И мы будем прояснять, с чем это будет связано. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. 5 чаш говорит о ситуации, что вас утомляет ситуация затяжного одиночества. То есть вы от этого устали. Вы устали решать все какие-то ситуации, проблемы, вам хочется помощи, сочувствия, радушия, поддержки. И если смотреть на общую энергию месяца, то вы будете заниматься вопросами самокопания. Кто-то будет искать ответы через эзотерику, кто-то будет обращаться к психологу, чтобы разобраться, что, допустим, с вами не так, почему складывается такая ситуация, стоит ли над собой работать и что-то здесь менять. Потому что действительно, многих из вас этот момент будет очень сильно триггерить, беспокоить. Если же смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то 10 жезлов и карта императрица. Здесь может быть ситуация от обратного. Объясню. То есть если вы замужем, то вас любовник будет давить на то, что он хочет с вами создать семью. Если, допустим, наоборот, мы будем смотреть ситуацию со стороны мужчины, то эта сложность будет с развитием отношений на стороне, потому что здесь в узду возьмет супруга и, как следствие, будет контролировать все шаги, все передвижения. И если вы любовник, то это будет ваше стремление создать с этой женщиной семью. И если вы любовница, повторюсь, здесь вас могут, говорю, напрягать ситуации, чтобы вы взяли новый статус и перешли в новый статус. Поэтому, а вы здесь к этому не готовы или этого не хотите, потому что, как показывают карты, ситуация для вас будет обременительна. Для замужних женщин, опять же, это ситуация статуса, который вас тяготит. Может быть ситуация желания и стремления внутреннее выйти из отношений, то есть выйти из статуса супруги. Если смотреть рекомендации от карт, у вас здесь ложится 7 чаш. И 7 чаш это у нас карта мечты, карта реализации ваших планов, ваших целей, ваших идей. Но здесь не просто сидеть и нелепо мечтать. Нет, это структурировать, это прописывать план, цели, идеи, задачи и понимать, как вы этого хотите достичь. То есть здесь уже фактически планомерное такое вот планирование достижения целей. И если анализировать месяц в целом, как вы видите, у нас здесь в основном идут младшие арканы, только у вас на энергии месяца выпал старший аркан. Поэтому месяц такой проходящий, который готовит вас, по сути, к каким-то переменам. То есть здесь это больше месяц на раскачку, на обдумывание, на ситуацию подготовки, принятия судьбоносных решений. Смотрим, что у вас здесь в плане неожиданности. Так, коса – это быстро, резко, неожиданно. Якорь, корабль и мужчина указывают здесь на ситуацию, что для кого-то это как осесть на новом месте, бросить якорь, выстраивать взаимоотношения с мужчиной или за счет мужчины получить какую-то стабильность. В первую очередь, конечно же, в профессиональном ключе, в профессиональном русле. Но для кого-то это опять же обретение стабильности за счет мужчины и каких-то перемен благодаря ему, будь то переезд, смена места жительства или какие-то кардинальные перемены в отношениях. Потому что дно колоды карта коса – это вас будут толкать, манипулировать, действительно ставить какие-то условия, ультиматум, чтобы вы решились на какие-то перемены, на новую стабильность. Поэтому вот такой у вас месяц, такова ситуация. Безусловно, мы вам все закроем положительными картами, чтобы все было только в позитивном, положительном ключе. Ну а вы, пожалуйста, дайте знать и по прошествии периода напишите, как для вас отыграется эта информация.
И вообще, будет ли она созвучна с вами, какие перемены произойдут. Я вам буду признательна за наш энергообмен и наше взаимодействие. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной, за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.